Ну вот, я считаю, что пришло то время, когда я должен начать отвечать на ваши комментарии. Мне писали о том, что я обязан сравнить испанскую медицину с медициной в России. И как я вас призывал, если вы подписываетесь, когда вы ставите лайки, когда вы пишите комментарии, я их все читаю, и на все эти комментарии я отвечаю и исполняю ваше желание. Поэтому прямо сейчас вам нужно подписаться. Если вы уже подписаны, отправить вашим друзьям и знакомым это видео. Поставьте лайк, выберите оповещение, колокольчик, чтобы все оповещения вам приходили. И в процессе просмотра видео напишите свой комментарий, насколько я угадал ваше желание и насколько ваши ощущения от российской медицины соответствуют тем ощущениям, которые у меня были до конца 2022 года и которые вот мне передают, так сказать, с мест, как работает российская медицина сейчас. Ну давайте вот специально для любителей Советского Союза есть у нас секта такая. Я в Советском Союзе прожил, уже теперь не половину своей жизни, но я прожил в Советском Союзе 17 лет, и я, соответственно, отлично помню. Не буду прямо детали вдаваться. Скажу первую вещь. В 5 лет мне наша домашняя собака у родственников вырвала кавказец, кавказская овчарка, вырвала кусок ноги 5-летнему ребенку. И я помню до сих пор, что меня возили долго. Вначале на мотоцикле родственники, потом на скорой какой-то буханке. Меня долго возили по Батайску и пытались найти место, где мне ногу зашьют. Но зашили в конце концов. Долго возили, и помню, что шили, я был в сознании в больнице железнодорожников. Нога зажила, но гнила, да, то есть как-то что-то плохо заживало, возможно, с характером укуса. То есть здесь пока скажу, что субъективно долго, но объективно все нормально, закончилось. Дальше из советского опыта. Вы все помните стоматологию. Это же, конечно, ужас. То есть советская стоматология, это, конечно, ужас. Мы все дети боялись этого ужасно. Нас всех централизованно водили. И я до сих пор, если мне включить этот звук советской бурмашины, я, наверное, на стену забегу пешком. К вопросу о техническом оснащении. К сожалению, я полагаю, что потихонечку будет деградировать до этого же советского уровня медицины в России, потому что доступ, понятно, что за последние 30 лет купили много европейского оборудования, и оно будет все более дорогим обслуживанием, а нового будет все меньше, потому что завозить по серым схемам это тяжело. Помню, не сказал бы, что я в детстве сильно много болел. Субъективно я помню, что... нет. Была ложная прививка МАНТУ. Я помню, таскались с мамой куда-то на Кузнечную или куда-то туда. Потому что была, ложная прививка. Такое воспоминание с детства. Далеко ехали в тубдиспансер. Честно говоря, чего-то там такого, в общем, положительных у меня чувств нет.
Но и такого ужасного ничего я не помню про... Может быть, потому что просто не было таких случаев, чтобы мне вспоминать. Есть несколько моментов из начала 90-х, которые, может быть, я лучше помню. Ну вот, не томить, чтобы вас. В 93-м году я должен был поехать на виноград, что в других частях страны называется на картошку. То есть всех студентов отправляли собирать виноград в район Темрюка. А у меня случился гайморит. И я попал в студенческую поликлинику. Забыл, как улица называется. На Октябрьской, кажется. И врач предложила мне пробить гайморовые пазухи. Да, господи, придется смонтировать. В эти пазухи, значит, пробив сделать. В общем, она другого лечения мне не предложила, но как-то я народными средствами вылечился без этого. И каждый раз, когда я попадал за 5 лет в эту студенческую поликлинику с какими-то проблемами с горлом или с носом, она все время вспоминала этот случай, запомнила меня, что я не дался ей пробить себе эти пазухи. Еще случай, наверное, нужно упомянуть, как я проходил госпитализацию в 2010 году или 2011. Так называемые паспорта здоровья создавались для преподавателей. Это, по-моему, начали в первый год они делать такое, то есть комплексное обследование, типа диспансеризация. И я помню, что на Комсомольском, в поликлинике напротив пожарной части, это на Сурмовской, долго пришлось по кабинетам бегать и уговаривать всех врачей меня обследовать. То есть не были готовы к этому. Да, у меня, кстати, наверное, самый последний опыт это именно с ребенком. И в середине 2000-х годов, и потом дочка, к сожалению, были у нее определенные детские болезни. Врачи ее спасли. То есть и скорая приехала как-то, когда у нее была проблема с остановкой дыхания. И мы много раз приезжали в больницу скорой медицинской помощи сами, в приемный покой скорой. И она там лежала. Ну, понятно, что БСМП это не элитный отель, но тем не менее я помню, что в принципе лечение там было, и была найдена проблема, непереносимость лактозы, из-за чего у ребенка были жуткие боли, и, в общем, потом безлактозное питание выбрали. То есть, в принципе, вот по ребенку, я помню, в поликлинику возил ее на прививке на Комсомольском, 2 поликлиники были разные. Вроде бы тоже все такое, ну, то есть не помню я каких-то жутких очередей, не помню я никаких там особо хамского отношения врачей. Интересный случай, да, чтобы недалеко уходить. В 94 году, в сентябре, у меня возникли проблемы, то есть у меня обнаружили острый аппендицит, как потом выяснилось, местный перитонит. То есть забрали меня по скорой в БСМП на ЗИПе. И операцию делали долго, потому что не знали, что у меня перитонит местный, разорвался этот отросток, плюс еще длинный оказался, туда наверх под печень уходил. В общем, мне после местного наркоза сделали общий, и я последнее, что помню до сих пор, это длинное, очень такое любопытное, как у страуса, знаете, вот как он в камеру заглядывает. Примерно такое же у меня воспоминание о студенте. На мне учились студентов, разрез большой,
чтобы они видели, так сказать, всю операцию, как вот с местным перитонитом поступать. Вот, выполнил я свою роль для медицины, стал учебным пособием. Ну и потом до сих пор помню фамилию доктора, который делал на мне операцию. Половинка. По-моему, он был зятем мэра тогдашнего Краснодара Самойленко. Ну, или он потом там старым стал мэром, не помню. Ну, в общем, Половинка у него фамилия. Он мне сказал, что человек, что корова, пока не ходит, не покакает. В общем, он заставлял меня пешком с катетером в пузе ходить до туалета. А в туалете была прекрасная картина. Дверь в туалет на 3-м этаже, по-моему, или на 4-м была снята, мужской туалет. А к двери был примотан наркоман. То есть его привезли с какой-то желудочно-кишечной фигней, типа меня, вот, а у него ломка, то есть его нужно лечить, а у него ломка. И вот санитары, медицинский персонал нашли решение. Они его примотали к двери, чтобы он всем не мешал. Ну, в общем, около окна, я помню, люди курят, а он напротив, около стенки, дверь прислонена к стене, и вот он примотанный к этой двери орет. Ну, меньше из зол, так сказать. У него ломка, люди вышли покурить в туалет. Не знаю насчет легальности курения в больнице. Ну, наверное, в 94 году можно было. И, соответственно, да, я ходил, на 4-й день меня из этой поликлиники, из больницы скорой медицинской помощи меня выписали. Вот. Так что медицина была у нас тогда такая быстрая, ну, видимо, не настолько тяжелое у меня было положение. То есть, опять же, бедненько, но как отношение было, вот я же говорю, достаточно доброе. Я вспоминаю, что в принципе неплохо. Не скажу, что через 4 дня мне прям стало очень хорошо, то есть шов, конечно, не зажил, но, наверное, им нужно было освободить койку, сейчас-то это я понимаю. Вот, так, пока все неплохо идет. Что касается 10-х годов, ну, наверное, начали вот с этими всякими электронными очередями появляться проблемы, что персонала мало. Я помню, что да, вот уже, наверное, в 10-х годах какие-то очереди были. Я помню, что я с дочкой в какой-то детской поликлинике сражался за то, чтобы получить очередь, потому что электронные эти регистрации не работали так, как должно быть. И врачей мало было, чтобы получить прием, запись на прием. Надеюсь, сейчас это все исправлено. Но я знаю, что практика, так сказать, благодарности врачам, то, что называется словом взятка, она никуда не ушла. Сам я был свидетелем, не участвовал, но был свидетелем того, как один богатый человек хотел помочь своей теще с раком поджелудочной железы, но, к сожалению, даже за взятку это не могли решить. Она умерла. Это было в районе Краснодарского края, не в Краснодаре. А там вопрос решался на уровне руководства медицинских организаций района. Был свидетелем просто этого процесса. То есть даже деньги не помогли. Ну, видимо, случай был запущен, я полагаю. Но деньги взяли, никто не вернул, насколько я знаю. Также у меня вот, по-моему, в 2015 или в 2013 году был случай, когда в первой больнице Краснодара, которая рядом с мэрией, не помню, она клиническая называется, кажется. Вот в этой больнице у меня был случай, когда травмпункт, когда узнал, что я приехал туда с, в кавычках, криминальной травмой, когда сосед пытался сломать мне ногу моей же дверью, ступню,
Они прям очень отнеслись негативно, в том плане, что мы не будем никакую документацию давать. И я помню, что да, я тогда сражался с ними и ходил к какому-то начальнику там и требовал, чтобы мне выдали документы, потому что их нужно было предоставить дальше в полицию. И мне пришлось воспользоваться платной услугой, поехать по ускоренной процедуре на экспертизу, чтобы зафиксировать вред здоровья Октябрьская, по-моему, и Мира. И только после этого в травмпункте, вот в этой больнице первой, мне выдали документы. То есть, когда у них уже было второе мнение из судебно-медицинской вот этой лаборатории, как я понимаю, там я проходил обследование. То есть бюрократия мне субъективно кажется стала хуже в середине, ну вообще в десятых годах. И вот эти все электронные очереди, видимо, отток персонала шел. Ну и я полагаю, что нужно упомянуть этот случай. По родственным связям я попал с необычайно сильно выросшей папилломой, как я полагаю. Я попал с этой папилломой в онкодиспансер Краснодара. Как сейчас я помню, какой-то там врач осмотрел мое место этой папилломы и, закатывая глаза, сказал, что все, это у тебя рак, и все, тебя рядом с мозгом, ну там недалеко, все, тебе ничего не спасет, вот срочно к нам сюда. Ну, что-то разыграл такой спектакль, что вот мне нужно срочно лечиться, иначе я умру. Да, потому что это место, где эта папиллома выросла, была на голове. Ну, потом за счет косметической операции эту папиллому удачно удалили. Все. Прошло, наверное, лет 10. Ну, вот видите, либо у меня в мозгу все уже проросло, либо этот врач просто устраивал спектакль, чтобы заработать денег. Это все, это бледная меланома, ты умрешь. Как сейчас помню. Онкоцентр, да. Это прям такой вот. Извините, я не могу к нему положительно относиться в Краснодаре. Я думаю, что там люди больше денег зарабатывают, чем делают что-то связанное с медициной. Но это мое субъективное мнение на своем опыте. Ну и последний опыт, чтобы не затягивать уже с родственниками. Да, вот. Очень важно для сравнения. Значит, после ковида, после первой вот этой вот серии ковида у меня я 2 месяца лежал, и у меня образовался камень в почке. Это в 2020 году же у нас ковид был, да? Он образовался в почке, и когда я начал двигаться уже после ковида, он вышел из меня. Да, это как раз, по-моему, на Новый год у меня ковид начался. Точно потерял, я не мог вкус оливье вспомнить, да, новогодний ковид у меня был такой. И 2 месяца я мучился, камень вышел естественным путем. Нигде не застрял, что очень хорошо. Но боли были, он пока шел там, видимо, все меня разодрал в мочеполовой системе. Я очень испугался, что там, может быть, во мне еще что-то застряло. Так вот, в горячем ключе я буквально за день узнал о том, где лучший врач, который занимается УЗИ, находится, на Славе Труду. По отзывам нашел, по знакомым, по соцсетям. Пришел туда, оплатил какую-то разумную сумму. И буквально чуть ли не в тот же день или через день я пришел, мне провели полное обследование, сказали, что ничего во мне не осталось, что вроде там все мои органы, которые он обследовал, мочеполовую систему, в норме. И все. То есть вот
это платная медицина, это просто приход с улицы. Такой визит в Испании бы растянулся, вот если у тебя нет никаких там документов, типа публичной карты, ну, в смысле, карточки в поликлинику, ну, допустим, ты иностранец, то такой визит в Испании бы вам, во-первых, минимум 2 недели бы нужно было, то есть вначале к терапевту прийти, а потом бы он вас на УЗИ отправил. И отправил ли бы, неизвестно, то есть мог бы не отправить. Это не по вашему желанию, это он сам решает. А второе, ну, каждый визит к врачу минимум в 50 евро бы обошелся. Минимум. То есть это тут без страховки очень недешевое удовольствие общаться с врачами. Еще должен сказать, что был случай, когда я обращался с дочкой, по-моему, это 21 год был, или 22-й, да, весна 22-го года, или конец зимы. Приехали в поликлинику горячего ключа. У дочки были проблемы с пищеварительной системой. И мы не могли в поликлинике горячего ключа, там в детском отделении добиться того, чтобы нас приняли. Ну, поскольку я уже знал, как нужно себя вести в такой ситуации, побегал по этажам, нашел каких-то начальников, на кого-то там немножко понаезжал, и нас начали принимать. Не только меня, но там была очередь уже сформирована. То есть на прием я попал, наверное, минут через 40, через час примерно. С момента того, как мы доехали до этой поликлиники. Тогда, по-моему, скорая на гору нельзя было заехать из-за того, что там снега навалило. И по скорой все, то есть даже если мы вызвали скорую, то, а как раз почему-то снега навалило, по-моему, конец даже, наверное, февраль был месяц, середина или конец. И вот мы сами доехали, и так вот пришлось бегать. Но диагноз был поставлен правильно, то есть, опять же, бюрократия, да, но с точки зрения диагностики и лечения все правильно было. Прививки по ковиду мне ставили в этой же поликлинике. Нет никаких замечаний. Как-то, по-моему, я там рентген делал тоже вроде в этой поликлинике. Без особых проблем. Ну, дурацкая немножко навигация в этой поликлинике, насколько я помню, по этажам. Ну и курьезный случай такой перед концовкой. Ко мне обращались жители Безымянного в Горячеключевском районе. Они просили помочь журналистским расследованиям с бездействием полиции. И в это бездействие был вовлечен судмедэксперт, кажется, который находится в морге больницы Горячеключевской, которая на горе. Я приехал, так сказать, как журналист, позадавать ему вопросы. Где-то у меня в Инстаграме есть, как я на горе снимаю стаи собак, которые там бегают почему-то вокруг больницы. Но суть не об этом. Зоозащитников мы отдельно потом. Да, хорошая тема, поговорим. Я очень много что могу рассказать вам о зоозащитниках. Ну вот. Я зашел в этот морг, где сидит судмедэксперт. У них, конечно, там абсолютно идиотские надписи на стенах висят по поводу того, что ничего снимать нельзя, ничего там записывать нельзя, и, в общем, всего нельзя, и все какие-то строгие надписи. Судмедэксперта я не нашел, но суть в том, что я захожу, и ко мне там никого нет, все кабинеты закрыты, и одна дверь открыта. Я практически дошел до... Не знаю, как это место называется, где трупы разделывают. То есть я краем глаза видел, что там какой-то стол. И ко мне выходят люди в окровавленных фартуках. Ну и вежливо так сказали, без возмущения, вежливо сказали, что я не смогу найти судмедэксперта. Но суть в том, что вот вам
как сказать, контрасты. То есть, с одной стороны, ничего нельзя в этом помещении. Отдельно там у нас морг или как-то. Да, это морг этой больницы. А с другой стороны, я свободно прошел, то есть ничего там не взламывал, не пробирался никуда. Свободно дошел практически до... Господи, как, я не знаю, как это, не резекционное или как-то так. Извините за термин, может быть, неправильно употребил его, резектор, не знаю. Короче, чуваки в окровавленных фартухах мне запомнились. Вот. Кстати, судмедэксперт оказался еще тем хамом, который только после пинка из Краснодара выдавил из себя какой-то комментарий. Вот. То есть просто так он общаться вообще отказывался. Потом что-то рассказал. Была у меня какая-то с ним переписка. Это я про горячий ключ говорю. Ну вот. И последний случай. Который я знаю с первых рук. В связи с воспалительным процессом человек попадает, это уже 2024 год, человек попадает в больницу. В больнице очень замученный персонал. Речь идет о Краснодарской больнице. Да, значит, у человека воспалительный процесс. Его гоняют по разным больницам, типа инфекционки, неинфекционки, не могут поставить диагноз, в конце концов убеждаются, что это не инфекционка, начинают, так сказать, общий какой-то там лечебный процесс, и он не помогает. По отзывам этого человека, то есть, понятно, я уже там через соцсети их получал, больница сильно изношена, вот, персонал сильно замучен. Ну и в конце концов много-много бюрократии, опять же гоняли по разным медучреждениям в Краснодаре и пришли к тому, что нужно делать операцию в Краснодарской в ККБ, которая на 1 мая. Сделали операцию, не могли дать нормальную выписку, то есть не было понятно, что конкретно в полостной, нет, не полостная была, господи, через прокол, который делается операция, вот в рамках этой лабораторической, да, такой термин, не знаю, вот, не могли дать четкую выписку, не хотели или не могли сказать, что же сделали в рамках этой операции. Ну, вроде как процесс воспалительный остановили, но странно, почему, опять же, не могли дать документы. Что, кстати говоря, очень похоже на то, что происходит в Испании. Я до сих пор с конца апреля не могу получить свою выписку из госпиталя Парк Таули в Сабаделе. Вот до сих пор они мне, мы находимся в переписке, мы общаемся с ними. Я говорю, ну как же так, я же заявление написал в конце апреля. Ну дайте мне мою медицинскую историю, где там будут и про камни в почках, и про камни в желчном пузыре написано. Не дают. Упираются, жалобы писал в Испании на эту больницу, не помогает. Ну вот похожая ситуация в Краснодаре. Тоже непонятно, что сделать. Да, кстати, были случаи у меня страхового обращения, то есть за платной медициной, диагностического, то есть всякие там, ну в моем возрасте уже нужно гормоны и все такое. Там недалеко от моих родственников на Лузана много платных клиник. И по Ставропольской много платных клиник, тоже той же сети. Не хочу конкретные названия говорить, но вы, как местные жители, можете догадаться. Элементарно, легко, хорошо, относительно недорого все сделали. То есть в плане диагностики платной нет вообще никаких претензий. То есть мне все быстренько продиагностировали. В течение недели я там несколько мест проездил, выяснил по своему состоянию здоровья, по своим гормонам и что-то еще там было у меня.
Но такое чисто диагностическое, ну, по-моему, все достаточно легко делается, платить деньги, лаборатории работают на ура. Это я могу точно сказать. На себе проверял несколько раз. Ну, про стоматологию, про Испанию я вам говорил, что так же легко, как и в России, тебе поставят диагноз, а вот лечить тебя будет за большие деньги. Стоматология в Испании дорогая, клиник стоматологических много, ну, наверное, как и в России. Поэтому здесь очень тоже опять ситуация похожая. Ну, какие-то еще случаи приходят на ум, но по врачебной этике, поскольку это случаи не мои, я не стану их рассказывать. Какой я подвожу итог? В принципе, по скорости и по диагностике лучше, я считаю, что лучше, чем в Испании, по крайней мере в Каталонии. Здесь я только-только начал в Аликанте исследовать местную медицину. А что касается лечения, ну, видимо, какие-то вот такие вот простые вещи, как аппендицит или еще что-то, наверное, на одном уровне делают с Испанией. Но точно могу сказать, что таких годичных сроков, как в Испании, по доступу к врачам, специалистам, типа уролога или кого-то еще, гастроэнтеролога, тут, конечно, в России я не сталкивался с таким. К сожалению, прогноз плохой. То есть прогноз плохой в том плане, что бюрократия все больше и больше будет усложняться и ухудшать положение пациентов. Ну и стоимость, как вы понимаете, с учетом расходников на всякие эти операции, которые производились раньше и закупали в Западной Европе, либо цена, ну или там в странах условного НАТО, либо цена будет падать, вернее, цена будет расти, а качество будет падать, либо просто какие-то вещи будут просто отпадать. Придется за большие деньги ездить куда-нибудь, ну в Германию уже теперь тяжело поехать, чисто по логистическим вопросам. Ну, наверное, не знаю, Сербия, Израиль, куда-нибудь туда. Может быть, в Грузии сейчас легче съездить, что-то полечить на высоком уровне, чем, ну да, в Израиль дорогой. Вот такой вот маленькая ретроспектива, то есть, что не сглазить, ничего такого ужасного я не помню про советскую медицину, про российскую, помню про бюрократию, про все большие очереди и все худший доступ к процедурам. Я про бесплатную медицину, про публичную, а про страховую медицину могу сказать, что я вот с улицы заходил, без всякого ДМСа, получал то, что хотел за сравнительно небольшие деньги. Для Испании это случай из ряда вон. Тут и по страховке сложно что-то получить, а уж без страховки прям штаны с тебя снимут, настолько это дорого. Ну, а так вот, для контраста должен был вам рассказать. Спасибо, от вас лайк, кстати говоря, потому что вы молодцы, дослушали меня до этого момента. Подпишитесь, отошлите знакомым, вот, и, наверное, поставьте оповещение, это вам важно будет, потому что все больше новых видео выходит почти каждый день.